Всем огромный привет! В комментариях спрашивали, почему фиалка растет постоянно однобокой и искривленной. Поэтому видео будет на эту тему. Произойти это может по нескольким причинам. Если фиалка стоит на подоконнике, то логично, что листья будут поворачиваться к источнику света, то есть в одну сторону, в сторону окна. Розеточка будет формироваться однобокой и искривленной. Поэтому, когда фиалка начинает клониться в сторону, надо время от времени поворачивать ее разными сторонами, чтобы она начала выпрямляться. Такое может происходить не только если фиалки стоят на окне, на стеллаже. Такое также может произойти под искусственным освещением. Если, например, по краям стеллажа недостаточное освещение или лампы, например, коротковаты, то фиалки будут тянуться в сторону света. Но это, можно сказать, моменты второстепенные, зависящие от освещения, потому как если освещение будет идеальное, все равно розетка может расти однобокой. Из-за чего это может происходить? Формировать розетку нужно изначально, то есть вовремя рассаживать деток, чтобы они не перерастали, не мешали друг другу. Именно с них начинается процесс формирования розетки. Следует при плановой пересадке удалять детские ювенильные листики, чтобы розетка росла устойчивой. Если есть деформированные черенки, загибающиеся черенки, также нужно их удалять. Понятное дело, что все это еще корректируется в процессе, когда фиалка становится стартером или уже взрослой розеткой, но потом будет легче фиалочку формировать, если она не будет запущена. Очень большое значение также играет полив. Если будет грунт постоянно мокрый, слишком частый полив будет, то в худшем случае фиалка может загнить. В лучшем случае розетка будет формироваться неправильно, середина может уплотниться, листья могут искривиться, и нужно будет работать с такой фиалочкой, менять субстрат, пересаживать ее, сокращать полив, то есть исправлять розетку. Также нельзя подкармливать фиалки одним и тем же удобрением. Если постоянно удобрять фиалки азотом, то розетка будет постоянно расти, будет наращиваться листовая масса, листья будут ломкими, поэтому на каждом этапе развития должно быть свое удобрение. Для наращивания листвы мы берем азот. Для цветения нам нужно удобрение с содержанием фосфора и калия или комплексное удобрение. Также еще один главный момент, немаловажный. Не надо ставить фиалки слишком тесно друг к другу. Неважно, где они растут, на подоконнике, на стеллаже, в тесную обнимку желательно их не ставить. Розетки начинают тесниться, искривляться, чаще болеть, особенно летом, когда жара, им еще тяжелее расти в таких условиях. Какая-то вентиляция, какое-то пространство между ними быть должно. Лучше убрать одну лишнюю фиалочку, чтобы они не так теснились. Понятно, что места всегда не хватает, но так фиалочкам будет полегче, чем они будут подпирать друг друга.
от этого тоже будет неправильно формироваться розетка. Листья будут расти вверх и клониться в одну сторону. Также вовремя нужно убирать пасынки, иначе розетка будет однобокой и зацветать она будет очень долго. Если вы не планируете укоренять пасынки и таким образом размножать сорт, то желательно их вовремя убирать, чтобы они не тянули лишнюю силу с фиалочки, и розеточка сразу формировалась красивой и симметричной.